Всем привет, вы на канале Польза.нет. Сегодня я расскажу вам об отличиях двух бендов от компании Xiaomi, а именно о Xiaomi Smart Band 8, чем он отличается от Xiaomi Smart Band 8 Active. На обе модели, разумеется, есть полноценные обзоры на моем канале. Ко всему на канале можно найти ролик про настройку Smart Band 8 и обзор на китайскую версию, как и на глобальную. Оба устройства, по моему мнению, хороши и однозначно за свои деньги заслуживают вашего внимания. Не буду тянуть, перейдем же к сравнению. Помним, что на канале ежедневно появляются новые обзоры, иногда даже по 2. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И помимо этого еще и на лайв-канале бывают и розыгрыши, и ролики. Не забываем подписываться туда. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Почему это полезно? Потому что сейчас распродажа на Али. И до какой степени дошли скидки? Ну, за 32 тысячи Xiaomi 13T торгуют, допустим. Или Poco F5, учитывая курс за 30 тысяч. Или, допустим, нафинговские новые наушники за 3600. На них, к слову, сегодня уже был обзор. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. И еще не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Перейдем же к обзору. Первое отличие данных моделей, как ни странно, это внешний вид, материалы и габариты. Band 8 Active имеет следующие габариты: 42 на 25 на 10,4 мм, а Band 8 48 на 22 на 11 мм. А вот вес капсул одинаковый, 15 граммов. Внешне, как по мне, Band 8 выглядит более стильно, но на вкус и цвет все фломастеры разные. Band 8 Active имеет прямоугольную форму, корпус выполнен из матового пластика, а с фронтальной части экран покрыт закаленным стеклом 2,5D с неплохим олеофобным покрытием. Band 8 корпус выполнен из пластика с глянцевым покрытием. Второе отличие — это крепление ремешка. Band 8 имеет новое удобное крепление. Снимаются ремешки без проблем, ко всему Band 8 можно носить не только на руке, но и как подвесной кулон на шее с включенным специальным режимом на шее или на кроссовках с режимом капсула, а Band 8 Active вставляется в отверстие в ремешке и может использоваться только как браслет на запястье. Третье отличие — это экран. Band 8 имеет AMOLED-экран на 1,62 дюйма с разрешением 192 на 490 пикселей. Частота обновления экрана 60 Гц и технология Always On Display на борту. Плотность пикселей 326 ppi, подбородок есть, но он в ширину практически такой же, как и у Band 8 Active. Яркость экрана до 600 нит, плюс есть функция автоматической яркости. В Band 8 Active установлен TFT-дисплей на 1,47 дюйма с разрешением 172 на 320 пикселей. Частота обновления экрана не больше 30 Гц, плотность пикселей 247 ppi и максимальная яркость 450 нит, без функции автояркости и технологии Always On Display. Прямо во всем разные. Четвертое отличие — это наличие, помимо обыкновенных циферблатов мини-игр в модели Band 8. В Band 8 Active есть только обыкновенные циферблаты с различными стилями. Для кого-то это мелочь, но по мне это неплохое нововведение, есть чем себя занять в очереди. Пятое отличие — это программное обеспечение. Band 8 имеет обширный функционал как для смарт-браслета, он имеет отслеживание плавания, автоматическое определение активности, интерактивный режим бокса, но в глобальной версии приложений в Mi Fitness он отсутствует. Встроенного GPS нет. Смарт-браслет может измерять пульс, SPO2, мониторить сон и уровень стресса. Пульс измеряется в умном режиме или авторежим с выбранными интервалами. SPO2 работает в перманентном режиме, как и мониторинг уровня стресса. Вручную измерять данные показатели также можно. Ко всему, для поддержания здорового образа жизни есть витальность, дыхательные тренировки, приложения для фокусировки внимания, статистика, активность, тренировки, вкладка «Бег» с различными шаблонами для бега, вкладка «Состояние», где отображается тренировочная нагрузка, VO2 Max и восстановление. В Band 8 Active отслеживания плавания нет, к сожалению. Так же, как и нет автоматического определения активности с GPS-навигацией. Измерение пульса работает в автоматическом режиме или в ручном, как и измерение SPO2, кислорода. Мониторинг уровня стресса работает только в ручном режиме. Дополнительных функций для мониторинга здоровья нет. Шестое отличие — это возможность отвечать на звонки быстрыми ответами в Band 8, а в Band 8 Active такой возможности нет. И это прям совсем печально. Седьмое отличие — это установленные вибромоторы. Лично для меня вибромотор в Band 8 Active слабенький, не такой качественный, как в Band 8. Но это не означает, что он совсем мрачный и плохой. Восьмое отличие — автономность и время зарядки. Емкость аккумулятора Band 8 Active 210 мАч. Полный цикл зарядки занимает 1 час 55 минут. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья они живут 5 суток по моим тестам, но я предполагаю, что, возможно, дело было в прошивке или в самом устройстве, так как время автономной работы с включенным Always On Display должно составлять как минимум четверо суток. Емкость аккумулятора Band 8 190 мАч, полный цикл зарядки занимает всего 1 час. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья и включенным Always On Display они живут около 5 суток. Девятое отличие этих моделей — это наличие NFC в китайской версии Band 8. Конечно же, для тех, кто проживает в России, данная функция не играет никакой роли, но по факту, если сравнивать только глобально
глобальные версии этих моделей, это отличие не актуально. С другой стороны, если вы в Китае и представитель 2 миллиардов проживающих людей, для вас это будет весомое отличие. 10-е отличие, разумеется, цена. Band 8 актив стоит значительно дешевле, чем Band 8, даже во время распродаж. Иногда цена отличается прям в 2 раза. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного, особенно во время распродаж. Огромное спасибо всем за просмотр. Резюмирую. Как я уже и говорил на начале ролика, обе модели заслуживают вашего внимания. Советую, если вы собираетесь приобрести какую-то из этих двух моделей, взвесить все плюсы и минусы. Надеюсь, это данное сравнение поможет вам в выборе. Я бы, конечно, Band 8 сразу брал. Его вам может и на несколько лет хватить. Плюс вы сразу поймете, нужны вам умные часы или нет. Потому что, по большому счету, мало какие умные часы уже отличаются по функционалу от Band 8. И быстрые ответы есть вообще не во всех умных часах, даже за 10 тысяч рублей. От меня девайсом однозначно да. Всем огромное спасибо за просмотр. За коммент двойное спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья.